В прошлом ролике мы рассказывали о первом в мире многомоторном самолете Сикорского, гигантском Гранде, и его последней аварии. Напомним вкратце. Пока Гранд стоял на земле, у одного из пролетавших мимо самолетов в воздухе оторвался двигатель и рухнул прямо на его крыло, проломив обшивку и нанеся серьезные повреждения. Восстанавливать машину не стали, и после 53 успешных полетов легендарный Гранд разобрали навсегда. Но для завода Сикорского это вовсе не стало концом. Скорее, поводом сделать следующий шаг. И тот год начался очень удачно. На военных конкурсных испытаниях пилоты Глеб Олехович и Георгий Янковский заняли первое и второе место, летая на самолетах С-10 и С-11. Успех был таким заметным, что вскоре начали поступать заказы на модифицированную версию С-10. Завод пришлось расширять, чтобы справиться с новой нагрузкой. Но параллельно с этой обычной работой в августе стартовал куда более амбициозный проект – строительство второго четырехмоторного транспортного самолета. Он должен был превзойти все, что строилось раньше. Размах крыла около 31 метра, что заметно больше, чем у первой машины. Площадь крыла почти 160 метров. Расчетный полный вес чуть больше 4,5 тонн. Использовать решили те же 4 мотора Argus по 100 лошадиных сил каждый, что стояли на первом самолете. Несмотря на то, что мощность моторов не увеличилась, а вес вырос, конструкторы рассчитывали на лучшую производительность за счет более удачной формы крыльев и большего расстояния между ними и фюзеляжем. Сам фюзеляж стал крупнее, но при этом получил более совершенную форму. В передней части разместили просторную кабину пилота. К концу декабря 1913 года самолет был собран и доставлен в ангар. Ему дали имя, которое навсегда войдет в историю авиации – Илья Муромец, в честь легендарного русского богатыря X века. Январь в Петрограде обычно холодный, со снегом, и самолет, соответственно, поставили на широкие деревянные лыжи, обитые металлом. Но именно в этот год зима выдалась на удивление теплой. Весь снег растаял, оставшись лишь в канавах. Это стало серьезной проблемой. Колесное шасси еще не было готово, специальные обода и шины уже заказали, но получить их быстро не было никакой возможности. Тогда снег стали брать из тех самых канав и раскладывать двумя узкими полосами, шириной ровно под лыжи самолета, чтобы хоть как-то подготовить путь для взлета. В один из таких дней к Сикорскому подошел сам Шедловский, руководящий авиационным отделом завода, с явным беспокойством на лице и сказал: «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы не откладывать испытания дальше?» Сикорский ответил, что в самой попытке взлета нет ничего по-настоящему опасного, разве что машина застрянет в мягкой земле, и тогда ее будет сложно вытащить. Шедловский решил, что раз людям на борту ничего не угрожает, стоит рискнуть и попробовать. Взлетная полоса была насквозь мокрая, практически без снега, покрытая лужами воды. Сикорский честно признался позже, что не питал особых иллюзий и ожидал застрять где-то на середине пути. Он открыл двигатели на полную мощность, дал сигнал, и самолет тронулся с места. Сначала он шел по остаткам снега, потом выехал на мокрую траву, то замедляясь, то снова ускоряясь на лужах. И вдруг, ко всему удивлению, машина начала разгоняться все быстрее и, наконец, оторвалась от земли. Полет длился всего несколько минут, случилась перегрузка в хвостовой части самолета. Но главное было доказано: даже по мокрой земле, даже на лыжах огромный корабль способен взлететь. Проблему с перегруженным хвостом быстро устранили, и уже к концу января Илья Муромец стал летать уверенно и хорошо. Февраль и март 1914 года стали месяцами настоящего триумфа. Полеты следовали один за другим, почти без сбоев. 11 февраля самолет установил мировой рекорд. На его борт поднялись сразу 16 человек, что на тот момент было беспрецедентным достижением для авиации. Слухи о гигантской машине быстро разлетелись по Петрограду. На аэродром начали приезжать толпы желающих: члены правительства, депутаты Государственной Думы, обычные любопытные горожане. Старую списанную кабину даже переоборудовали в своеобразную чайную комнату, где гости могли скоротать время в ожидании полета за чашкой чая и разговорами. Впрочем, не все встречали новость с восторгом. Нашелся некий авиационный эксперт, который убеждал группу влиятельных членов Думы, что самолеты типа Илья Муромец совершенно бесполезны, слишком тяжелы, чтобы подниматься на серьезную высоту, а значит не имеют ни военной, ни коммерческой ценности. В качестве доказательств он указал на то, что машина ни разу еще не поднималась выше километра. Сикорский решил не тратить время на споры и вместо этого пригласил самого скептика вместе с депутатами Думы прямо на борт, на демонстрационный полет с набором высоты. В тот вечер на борт поднялись 12 человек. Делая широкие круги, самолет постепенно набирал высоту.
и в итоге достиг 2100 метров. Для тяжелого бомбардировщика того времени этой высоты было более чем достаточно. Скептики замолчали, а военные впервые очень серьезно задумались о заказе целой серии подобных кораблей. Оставалось проверить последнее и, пожалуй, самое важное качество – способность машины сделать по-настоящему дальний перелет. 18 июня состоялся контрольный полет на расход топлива. 7 человек на борту, 6 часов и 33 минуты в воздухе. Это стало новым мировым рекордом непрерывности полета с пассажирами. Когда испытание завершилось, топлива оставался еще солидный запас. И казалось, машина легко потянула бы и вдвое большую нагрузку. После этого триумфального теста Сикорский принял решение. Пришло время для настоящей проверки возможностей самолета, перелета в собственный родной город Киев. Так закончилась история испытания нового гиганта и началась совсем другая, куда более драматическая глава его биографии.